Мобильный гейминг в наши дни стал уже обыденным делом. Сейчас никого не удивить крупными проектами на мобильных устройствах. Серия Grand Theft Auto не стала исключением и также сделала шаг в сторону мобильных устройств. Достаточно много игр этой серии, следуя трендам, перебрались на мобильные платформы. Под мобильными платформами я сейчас в большей степени имею в виду привычные всем смартфоны, без которых уже даже выход из дома не представляется возможным. В этом видео я хочу рассказать, почему легендарная GTA 4 так и не добралась до мобильных устройств, как ее предшественники, и скорее всего вряд ли когда-то уже доберется. Но для начала давайте вспомним, с чего вообще начался путь серии GTA на телефонах. Приятного просмотра. Первый GTA, вышедший на смартфоны для iPhone в январе далекого 2010 года, стал GTA Chinatown Wars. Это была своего рода проба пера у Rockstar Games. Игра вышла исключительно на мобильных устройствах. Она обладала непривычным видом сзади сверху, а действия, кстати, происходили в Liberty City, образца GTA 4. Уверен, многие из вас даже не играли в нее, а кто-то, возможно, впервые услышал про эту часть серии. Этой игрой Rockstar и Take-Two прощупывали почву тогда еще только зарождающегося рынка мобильных игр. Chinatown Wars была хорошо принята публикой, а также получила высокие оценки от различных изданий. Познав успех с китайской GTA, Rockstar поняли, что пора портировать уже знакомые всем хиты на мобилки, и следующей игрой стала GTA 3, которая увидела свет в декабре 2011 года, как раз к своему десятилетию. Это событие сильно оживило GTA комьюнити, и Rockstar поняли, что двигаются в абсолютно правильном направлении. Вектор развития мобильных GTA был задан, и теперь только оставалось клепать хиты прошлого на мобилки, зарабатывая кучу денег на новом рынке. К счастью фанатов, долго ждать следующего хита из прошлого не пришлось, и уже в декабре 2012 года, также к своему десятилетию, выходит легендарная GTA Vice City на iOS и Android. Рассказывать сейчас, что это было что-то невероятное для тех лет, я думаю, не стоит. Далее фанаты серии уже стали делать предположение, что на каждое десятилетие игры серии Rockstar будут радовать фанатов очередным портом любимой части GTA на мобильные устройства. На очереди должна была быть GTA San Andreas, и очень многие ждали ее на мобильных устройствах. Десятилетие игра должна была отмечать в 2014 году, но тут Rockstar превзошли сами себя и выпустили GTA San Andreas на год раньше, и уже в декабре 2013 года фанаты смогли насладиться San Andreas на своих мобильных устройствах. Это было просто невероятно. Сейчас это не кажется чем-то сверхъестественным, но поверьте, когда я впервые увидел GTA San Andreas на телефоне, я прям очень сильно удивился. Вообще Rockstar тех лет огромные молодцы. В сентябре того же 2013 года они выпускают новую GTA 5, а уже в декабре San Andreas на телефоны. Что с вами стало, ребята? Почему сейчас картина совсем иная? Следующей на очереди по логике и видимой тенденции должна была быть GTA 4. Это самая продвинутая игра серии, до выхода GTA 5, конечно же. Но даже после выхода GTA 5 и по сей день не утихают споры, какая же игра лучше, и до сих пор очень много людей считают GTA 4 лучшей игрой в серии. И отчасти я с таковыми соглашусь. GTA 4 вышла в апреле 2008 года на консолях и в декабре того же года на ПК. Естественно, фанаты заметили тенденцию выхода портов на мобильные устройства каждые 10 лет с момента выхода игры. Ждали того же и от невероятно крутой GTA 4. Ходили разные слухи о том, будет мобильный порт или же нет. Фанаты терпеливо ждали. Наступил 2018 год, от которого фанаты GTA 4 ждали чуда. Но этого самого чуда не произошло. Игра не вышла. Все немного погрустили, а кто-то очень много погрустил. Но все же, все надеялись на следующий 2019 год, который, увы, также не обрадовал фанатов выходом мобильной GTA 4. 2020 выдался и без того тяжелым, но и он не принес никаких новостей по GTA 4. Игра по-прежнему не вышла. 2021 год пролетел незаметно, также без малейшей весточки от Rockstar. 2022 год вообще лучше не вспоминать, и вот уже наступил 2023 год. Новостей по-прежнему нет, и что-то мне подсказывает, что он также пройдет без новостей в GTA 4. Если я вдруг ошибся, обязательно напишите в комментариях. Сказать, что фанаты были расстроены тем, что их любимая игра серии не увидела новую жизнь на мобильных устройствах, я думаю, ничего не сказать. Хоть я и фанат исключительно полноценного ПК-гейминга, но даже я ждал мобильную GTA 4. Ведь сама мысль о том, что в любой момент можно достать телефон и запустить на нем GTA 4, согревает душу.
Таким довольно длинным вступлением мы подобрались до основной части видео. А почему, собственно, GTA 4 так и не увидела свет на мобильных устройствах? Давайте попробуем в этом разобраться. Я выбрал наиболее правдоподобные, на мой взгляд, причины. Все, что я вам далее расскажу, это лишь мое субъективное мнение. Если вы считаете, что причины иные, то обязательно поделитесь своими мыслями в комментариях. Плохая оптимизация и сложность проекта. Одной из главных проблем, на мой взгляд, является плохая оптимизация и достаточно кривой порт игры на ПК. Я думаю, многие, кто пытался на старте продаж поиграть в ПК-версию игры, ощутили серьезные проблемы во время игры в GTA 4. Если же вам удалось купить в то время игру и она работала у вас без постоянных просадок по кадрам и различных ошибок, то иначе как чудом я это назвать не могу. Возможно, вы задались вопросом, а при чем здесь плохая оптимизация порт игры на ПК, если речь про мобильную версию? Дальше мы это разберем, но забежав вперед, скажу, как можно сделать хороший порт на мобильное устройство, если изначально качество исходника оставляет желать лучшего. Ответ – никак. Игра получила абсолютно новый движок, благодаря которому серия GTA вышла на абсолютно новый уровень. До GTA 4 все игры использовали уже далеко не свежий по тем меркам движок RenderWare. На нем, кстати, вышло огромное количество игр, но для действительно прорывного проекта нужно было что-то новое, и Rockstar сделали свой собственный движок под названием Rage. Rockstar сами разработали этот движок для своих будущих проектов, которых на данный момент уже достаточно много. Первой тестовой игрой на новом движке стал Table Tennis. Да, у Rockstar было даже такое, представляете? Движок оказался очень технологичным, с огромным количеством всяких плюшек и запасом технологий на будущее. Rage обладал внешним физическим движком Bullet Physics Library, а также работал с программным средством для создания процедурной анимации Euphoria, благодаря которой мы получили незабываемый опыт и геймплей, ведь до этого еще никогда в играх не было такого веселья с простыми пэдами. Короче, для тех лет GTA 4 была нереально крутой и сложной игрой в техническом плане, и отчасти это и стало основной проблемой четверки. Как мне кажется, Rockstar просто не успели отполировать игру, вероятно, им не хватило времени, а возможно на тот момент и знаний для освоения всех нюансов и тонкостей нового движка игры. При этом издатель, вероятно, уже давил сверху, настаивая на выходе игры, отсюда и колоссальное количество проблем на релизе. Если бы издатель дал Rockstar больше времени на полировку игры, то я уверен, мы бы получили еще больше шедевр. В то время даже самый мощный компьютер тех лет просто не справлялся с этой игрой. Я не говорю, что игра выглядела как слайд-шоу, нет. Но и стабильным фреймрейт игры назвать было нельзя. Помимо постоянных просадок и фризов, было и огромное количество проблем с запуском игры. Разные критические ошибки, пропавшие текстуры и многое другое. Да ты чё? На консолях тоже было не все так гладко. Современные для тех лет PlayStation 3 и Xbox 360 также не справлялись с GTA 4, хоть там и значительно была урезана графика. Это не спасло консоли от рваного фреймрейта и постоянных дропов кадров. Короче говоря, было не сладко. Выходившие в будущем патчи незначительно правили картину, но как бы Rockstar не старались исправить ситуацию, увы, им не удалось в полной мере решить проблемы оптимизации. Даже сейчас на самом мощном железе мы также можем наблюдать постоянные необоснованные скачки кадров. Да что там, сейчас даже не каждый более-менее свежий ПК потянет GTA 4 в стабильные 60 кадров, а все потому, что эти кадры будут скакать вверх-вниз, как на американских горках. Помните, я упоминал кривой порт игры на ПК? Почему даже на мощных ПК FPS все равно остается на довольно низком уровне? На деле все банально просто. Обратите внимание на мониторинг, на загрузку видеокарты. Ничего странного не замечаете? GTA 4 никогда не задействует видеокарту на 100%, как это должно быть. Отсюда и низкий FPS, и дропы, и все вышеперечисленное вместе взятое. Короче говоря, Rockstar не смогли сыграть в оптимизацию, и GTA 4 даже спустя много лет так и осталась плохо оптимизированной игрой. Как раз это, как мне кажется, и стало основной проблемой для дальнейшего портирования ее на мобильные устройства. Невероятно технологичная по сравнению с предыдущими играми серии GTA 4 с плохой оптимизацией и, вероятно, очень сложная для переноса на мобильные устройства. Мобильные устройства не были готовы к такой игре. Довольно популярным мнением является то, что мобильные устройства тех лет, годов 2018-2020, не были готовы для мобильной игры такого уровня. Я так не считаю. Загуглите список самых требовательных игр для мобильных устройств тех лет. Там очень много проектов с графикой на голову выше GTA 4. Конечно, с не таким большим и живым открытым миром, но не мне же объяснять Rockstar, как это все можно сделать, не подгружая весь мир вокруг игрока сразу и так далее. Они и сами это все знают. Просто изначально сделать что-то хорошее с хреново работающей игрой, да еще и на мобилках, было бы крайне сложно, а самое главное, очень затратно. Ну и ко всему, портами предыдущих частей серии занимались, угадайте кто?
War Drum Studios, ныне Grove Street Games. И скорее всего эти ребята не потянули бы порт GTA 4 на мобильные устройства в связи с сложностью проекта и незнакомого движка. А если бы все-таки и потянули, то возможно это была бы катастрофа похлеще, чем с GTA The Trilogy The Definitive Edition. А последний я, кстати, еще как-нибудь расскажу. И тут Rockstar бы пришлось самостоятельно заниматься портом GTA 4 на мобильные устройства. А зачем им это? У них бесконечная GTA Online, разработка GTA 6 и так далее. Они даже не стали портировать GTA 4 на консоли нового поколения PlayStation 4 и Xbox One. На Xbox, правда, можно играть в GTA 4 даже на свежих консолях, но это исключительно заслуга Microsoft за их обратную совместимость. Но и стоит отметить тот факт, что если бы GTA 4 все-таки сделали для мобилок, то вероятно комфортный геймплей был бы только на флагманах или же предтопах, а значит продукт был бы менее массовым, так как владельцев топовых устройств и предтопа все же меньше. Отсюда появляется и третья причина, по которой GTA 4 никогда не портируют на мобильные устройства. Низкие продажи игры на мобильных устройствах. Честно говоря, GTA 4 игра, которая, мягко говоря, не вписывалась в привычные рамки GTA серии. Эта игра получилась максимально не похожей на все предыдущие части франшизы. Лично по моим воспоминаниям, я как сейчас помню, когда мне удалось впервые запустить четверку, я испытал одновременно и восторг, и какое-то легкое отторжение, или же разочарование. Конечно, в дальнейшем я полюбил и понял GTA 4, но изначально мне она показалась какой-то чужой. Уж слишком она была не похожей на предыдущие GTA, серьезной и мрачной, тяжелой и давящей на игрока с самого начала повествования. Вероятно, GTA комьюнити не было готово к такому резкому переходу на серьезные рельсы. Будучи тогда еще не совсем взрослым, я до конца не понимал очень многих моментов. Какие-то катсцены я вовсе скипал по причине их мрачности или же просто непонимания сюжетных поворотов. Но только спустя годы, повзрослев и перепройдя GTA 4, я осознал, насколько же это действительно крутая игра. В плане сюжета, различных ситуаций, да даже той же слегка депрессивной атмосферы серого Liberty City. Конечно, сюжет GTA 4 не идеален, но это первая GTA серии, которая показала нам, что GTA может быть серьезной. Изначально на старте продаж дела у GTA 4 шли достаточно хорошо. Игра отлично продавалась, несмотря на большие проблемы с оптимизацией, игру отлично приняли игроки, а игровые издания ставили отличные оценки. Хорошо работало и сарафанное радио, все хотели вживую испытать работу новых механик и легендарных уже сейчас повреждений транспорта. В связи с такой популярностью Rockstar позже выпустили еще и эпизоды, которые также получили хорошие отзывы и разбавили без того хороший сюжет оригинальной игры. Я считаю их очень удачными ответвлениями и интересными дополнениями. Вероятно, у Rockstar были еще большие планы на четверку, но к большому сожалению эта игра не стала сверхуспешной, как это задумывалось. Первые несколько лет, как я уже ранее говорил, игра хорошо продавалась. Потом же интерес к игре стремительно стал затухать. И произошло так, что старушка GTA San Andreas смогла обогнать настолько продвинутого преемника по количеству проданных копий. Данные, что вы видите сейчас на своих экранах, довольно старые. На данный момент, вероятнее всего, ситуация не изменилась, и разрыв между GTA 4 и GTA San Andreas стал еще больше в пользу последней. Уверен, Rockstar болезненно приняли факт того, что проект такого уровня, как GTA 4, по итогу оказался хуже по продажам, чем их предыдущий хит. Исходя из всех вышесказанных мной причин, я думаю, Rockstar приняли тяжелое для себя решение – оставить GTA 4 как есть и больше к ней не возвращаться. Фанатам игры остается лишь надеяться и верить в то, что когда-нибудь Rockstar выпустит игру на мобильные устройства. Я же очень хочу увидеть нормальный ремастер GTA 4 от Rockstar, но этого с большей долей вероятности не произойдет. На ютубе есть куча роликов с псевдомобильной GTA. Это всего лишь фанатские наработки, и увы, ничего общего у них, кроме названий каких-то схожих элементов карты и чего-либо еще, к сожалению, нет. Как бы фанатам не хотелось сделать с нуля ту самую GTA 4, увы, вряд ли получится. Напишите в комментарии, что вы думаете по всей этой теме, мне будет интересно почитать. В апреле этого года игре исполняется 15 лет. Быть может, к этой дате мы с вами еще что-нибудь услышим про эту легендарную игру. Спасибо всем, кто смотрел это видео, отдельное спасибо ребятам с Boosty за поддержку. Обязательно подпишитесь на канал, если тут впервые, чтобы не пропускать новые видео. На этом мой рассказ про легендарную игру GTA 4 завершен. Увидимся с вами в новых видео, всем пока.